Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 9 февраля. Сегодня у нас с вами пятница. Обращаем ваше внимание, что сегодня достаточно интересный, динамичный день. Это, во-первых, а во-вторых, сегодня у нас с вами, друзья, еще и денежный день. Поэтому обязательно нарисуйте эту циферку на руке для того, чтобы подключиться к изобилию, к достатку, а возможно, именно сегодня тот день, когда вы нежданно-негаданно для себя сможете получить определенную сумму денег. Помните о том, что ваша вера и ваши мысли, а также визуализация могут творить чудеса. Итак, давайте разбираться, что же сегодня нам этот день несет и на какие моменты события стоит обратить внимание. Также обращаем ваше внимание, что у нас с вами уже 10 февраля новолуние. Новолуние в знаке зодиака Водолей, новолуние в час 59 по московскому времени, поэтому с 10 февраля, проснувшись утром, вы уже, если мы говорим по московскому времени, вы уже прочувствуете новолуние. Об этом новолунии мы говорили ранее, сегодня не хочется уделять этому внимания, потому что у нас сегодня 9 февраля, но, друзья, нужно готовиться. Кроме того, помните, у нас с вами еще 10 февраля и китайский Новый год. Многие скажут о том, что к чему мы говорим, зачем вы это говорите, мы живем по другому гороскопу, мы живем по другим тенденциям и так далее, но вы знаете, когда это позитив, когда это созидание, когда это радость, когда это удовольствие, это нужно всегда, знаете, подключаться к этому эгрегору, потому что таким образом в этот момент вы можете загадывать желания, и они обязательно исполнятся, вы можете мечтать, мыслить, проецировать что-то в своей жизни, и у вас также это будет получаться. Так что пробуйте, друзья, и дерзайте, у вас обязательно все получится. Вообще, сам по себе сегодняшний день, хоть и пятница, многие ждут этого дня, но, вы знаете, сегодня этот день будет достаточно интересным и динамичным. У нас с вами последний день убывающей Луны, знаки зодиака Водолей и 29-е у нас с вами, друзья, лунные сутки. И сочетание планет, звезд на небе создает нам определенные энергии, которые сегодня будут влиять и на наше настроение, на наши решения, и на те события, которые могут произойти в этот день. Обращаем ваше внимание, что Луна в знаке зодиака Водолей способствует активизации нашего ума и развитию интеллектуальных способностей. Поэтому вы в этот день можете почувствовать такое желание, как учиться, исследовать что-то в своей жизни, созидать касательно новых идей, проектов. Очень важно сегодня и обмениваться знаниями, опытом, навыком с окружающими людьми. Не бойтесь этого делать. Почему? Потому что именно тот день в знаке зодиака Водолей, когда нужно наоборот делиться этим, потому что это привнесет в вашу жизнь что-то новое и оригинальное. Кроме того, знак зодиака Водолей, друзья, это у нас с вами еще знак независимости, знак оригинального мышления. И, конечно же, многие люди могут сегодня проявлять большую свободу выражения себя и искать какие-то нестандартные подходы к решению проблем. Кроме того, это лунные сутки нам с вами говорят о том, что у нас с вами завершается лунный цикл и уже начинается новый. А о чем это говорит? О том, что нам нужно продумать, спланировать, написать, отказаться, постараться от старых привычек, которые вам мешают двигаться дальше, делать, и стараться открываться для новых возможностей. Но помните о том, чтобы к вам пришли новые возможности, новые планы, идеи, вы должны убрать все старое. Иногда буквально нужно убрать одну вещь в своей жизни, отказаться от общения с каким-то человеком, поменять работу, и ваша жизнь кардинально начинает меняться, или нужно переехать в другой город или страну. Вы должны это чувствовать на интуитивном уровне, вы должны об этом понимать. Кроме того, Луна в знаке зодиака Водолей акцентирует внимание нам на коллективе, на союзе людей, на коллективных усилиях, на социальных взаимодействиях. Поэтому в этот день как можно больше общайтесь с людьми, особенно в рамках каких-то ваших деловых проектов, каких-то общественных мероприятий. Почему? Потому что этот день откроет для вас что-то новое и покажет, в каком русле вам нужно двигаться и куда идти. Но и также нужно помнить, что несмотря на позитивные аспекты этого дня, воздействие лунного цикла может быть и различным для каждого человека. И некоторые потенциальные опасности могут включать в себя следующие моменты. Первое, друзья, это эмоциональная
нестабильность. К сожалению, убывающая Луна, особенно последний день убывающей Луны, связывается у нас с эмоциональной напряженностью и нестабильностью. Люди чувствовать могут себя более уязвимыми, раздражительными, а это может приводить к конфликтам или каким-то неприятным ситуациям. Кроме того, Луна, находясь в знаке зодиака Водолея, подбрасывает нам, знаете, вот внезапность и неожиданность. Поэтому, если вы не готовы к каким-то переменам или вы что-то не планируете, будьте сегодня внимательны и осторожны. Кроме того, некоторые люди в этот день могут столкнуться с сопротивлением или непониманием со стороны окружающих людей, особенно если они стремятся к каким-то нестандартным идеям или действиям. Подводя итог, хочется сказать, что этот день нужно вам открываться, быть открытым для всего нового, быть гибким, уметь адаптироваться к изменяющим обстоятельствам для того, чтобы сделать этот день действительно продуктивным и благоприятным. И имея вот этот условно данные, которые мы вам сейчас сказали, еще скажем, вы поймете и осознаете, что для вас и как лучше. Что же касательно лунного календаря здоровья, давайте дадим вам рекомендации и на этот день. Как вы понимаете, убывающая Луна в знаке зодиака Водолей – это когда момент, последний день еще, когда наш организм склонен к очищению, к отдыху. Кроме того, сегодня очень важно обратить внимание на свои энергетические ресурсы и не перегружать себя физическими нагрузками. Друзья, это очень важно. Также стоит уделить сегодня внимание своему питанию, дайте предпочтение легким усваиваемым блюдам и постарайтесь избегать переедания. Кроме того, знак зодиака Водолей придает этому дню особую атмосферу. Это будет связано со свободой, но в то же время, хотим мы этого или нет, но может сопровождаться какими-то напряженностями. Это будет где-то, возможно, непонимание. Люди не будут знать, что они делают, чему хотят. Вот Луна, убывающая Луна, да еще последний день убывающей Луны очень может сильно влиять на людей. Поэтому поддерживайте сегодня свое эмоциональное состояние. Все должно быть в балансе, поэтому как вариант релаксация, медитация, йога. Постарайтесь общаться сегодня с близкими людьми, с теми людьми, которые вас поддерживают, которые вас понимают, потому что это будет очень полезным. Также сегодняшний день благоприятен для процедур, направленных на очищение и на детоксикацию организма. В этот день обращайте внимание на процедуру по уходу за кожей, массажем, возможно, детокс-программой, практики по йоге. Все это будет способствовать выводу токсинов из организма. Обращаем на это ваше внимание. Теперь давайте посмотрим, что же нам говорит лунный календарь денег, какие рекомендации он дает. И первый важный момент, на что вы должны сегодня обратить внимание, это не тратить деньги. Пересмотрите свои расходы. Даже если вы что-то сегодня увидели в магазине по акции, по распродаже, подумайте о том, а может быть у вас уже это есть у вас на кухне или дома. Кроме того, сегодня хорошо пересматривать свои финансовые обязательства и стараться определить, где вы можете сэкономить и, соответственно, оптимизировать свои расходы. Постарайтесь сегодня в этот день провести аудит своих финансов и выявить лишние траты, которые, возможно, вы поймете, как вы можете сократить. Также сегодня, обращаем ваше внимание, убывающая Луна в знаке зодиака Водолей не является благоприятным днем для крупных инвестиций или каких-либо финансовых рисков. Поэтому воздержитесь сегодня от заключения крупных сделок или вложений. Подождите, когда уже начнет растущая Луна, она начнет у нас с вами с 12 числа, и тогда вы уже можете и подписывать документы, вкладывать деньги и принимать любые серьезные финансовые решения. Кроме того, знак зодиака Водолей придает нам вот этому дню особую атмосферу. Поэтому постарайтесь воспользоваться этим днем, чтобы задуматься о каких-то своих долгосрочных финансовых целях и
планах, обдумайте стратегии инвестирования или подумайте о том, как вы можете увеличить свой доход в долгосрочной перспективе. Обращаем на это ваше особое внимание. Далее, друзья, давайте посмотрим, что же нам говорит карты Таро на этот день, 9 февраля. Итак, друзья, 9 февраля у нас с вами выпала карта «Восьмерка Пентаклей». И «Восьмерка Пентаклей» является картой, которая отвечает за область материального благополучия и достижений. Именно она говорит нам об успехе, о стабильности и о процветании. И именно в этот день карта «Восьмерка Пентаклей» говорит нам о признании наших трудов, наших талантов, а также говорит нам о том, что возможны материальные выгоды или даже финансовые возможности. Поэтому «Восьмерка Пентаклей», карта Таро на этот день, 9 февраля, призывает нас обратить внимание на наши финансовые цели и материальные аспекты нашей жизни. Это время для того, чтобы обдумать свои финансовые стратегии, разработать планы для достижения успеха и обязательно занимайтесь укреплением вашей финансовой стабильности. Кроме того, карта «Восьмерка Пентаклей» дает нам с вами и определенные рекомендации, которые мы рекомендуем вам следовать именно 9 февраля. Во-первых, проведите оценку своих текущих финансовых целей и убедитесь, что они соответствуют вашим жизненным целям и амбициям. Очень часто бывает так, человек хочет то, что вообще ему даже и не нужно, и не надо. Поэтому вы должны понимать и осознавать, что многие вещи зависят только от вас. Если вам это не нужно, а у вашей подруги это есть, это не значит, что это вам нужно. Также пересмотрите свой бюджет и попробуйте найти те области, те статьи, в которых можно сократить расходы или, наоборот, увеличить доходы. Это очень сложно, кто-то скажет о том, математика, но помните о том, что в школе мы с вами делали задачки, решали их, и у нас все прекрасно получалось. Поэтому в жизни это то же самое. Также подумайте о том сегодня, чтобы инвестировать в свое собственное образование, в профессиональное развитие или какие-либо другие области, которые увеличат ваши финансы в будущем. Возможно, нужно усовершенствовать какие-то навыки, возможно, подумать о том, что что-то поменять именно в плане ваших профессий. У каждого это будет свое. Может, какие-то надо пройти тренинги, курсы. Не жалейте денег, потому что это в первую очередь ваше развитие, ваш опыт и ваши новые навыки. Также сегодня в этот день постарайтесь выражать благодарность за все, что у вас есть, и признайте свои достижения. И положительная энергия привлекает через благодарность себе больше изобилия. Вот прямо сейчас в комментариях поблагодарите людей, высшие силы, себя обязательно за то, что есть в вашей жизни. Вот просто от чистого сердца напишите в комментариях. И это уже проработка практики, потому что чем больше вы благодарите и общаетесь со Вселенной, с высшими силами, с ангелом-хранителем, то тем быстрее вы можете достигнуть тех или иных целей, потому что вы начинаете прописывать, и вы начинаете, знаете, в этот момент приходят определенные мысли. Если многие думают, что «ой, мне показалось», нет, вам ничего не показалось, высшие силы вас наталкивают и подталкивают к тем или иным моментам, которые действительно вам нужны. Теперь давайте посмотрим, что же нам говорит Архангел Михаил на этот день, 9 февраля. И вот Архангел Михаил призывает нас с вами, друзья, обратить внимание на силу нашей духовности и внутреннего покоя. И в этот день очень важно, чтобы мы направили нашу энергию на поиск внутренней силы и мудрости. Поэтому уделяйте сегодня молитвам, уделяйте сегодня время волшебным словам. У каждого это будут свои слова. Кто-то, возможно, придумает для себя новую молитву, а возможно, кто-то, прослушав какую-то песню или услышав какие-то слова, поймет, как ему нужно что-то поменять в своей жизни. Это все поможет вам обрести ваш внутренний мир и уверенность. Также обращаем ваше внимание, Архангел Михаил говорит нам о том, что очень важно, чтобы вы в этот день, 9 февраля, защищались от зла и негативных воздействий. В этот день Архангел Михаил говорит нам о том, что он старается
защитить вас, поддержать, но и вы даже должны уметь обращаться к высшим силам. Если вы будете, вот, допустим, вас кто-то обидел, да, и вы сразу начинаете плакать, реветь, у вас депрессия начинается, вы начинаете говорить о том, ой, как несправедливо и так далее, в таком случае вы не обращаетесь к высшим силам, вы внутри себя эту, знаете, этого червячка прокручиваете, и это влияет на ваше здоровье, на ваше благосостояние, на ваши эмоции и так далее, и так далее. А вы лучше возьмите сразу, обратитесь к высшим силам, вы попросите, чтобы открыл вам дорогу, показал возможности, но не зацикливайтесь на том, что это человеку этому нужно вернуть. Ему, знаете, вселенная, высшие силы обязательно он получит свое, как говорится, с бонусами и с процентами. Но дело в том, что мы не всегда это видим, потому что этот мир материи, он немножко по-другому устроен, чем энергетический мир. Поэтому помните, пожалуйста, об этом. И ввиду того, что, друзья, сегодня у нас с вами денежный день, 9 февраля, обязательно проведите следующую практику. Она очень простая. Вам нужно взять ручку. Ручку можете взять любого цвета. Главное, чтобы в этот момент вы находились в таком вот приподнятом, прекрасном настроении. И на запястье левой руки, если вы правша, напишите циферку 9. И, друзья, скажите обязательно следующие слова. Девятка денежная открывает дорогу достатку. Истинно, да будет так. Нарисовали, отправили во Вселенную посылы, и после этого занимайтесь своими делами. Даже если она стерется через полчаса, ничего такого ужасного в этом нет. Вы уже запустили программу. Очень важно уметь визуализировать и важно отправлять во Вселенную. Помните, пожалуйста, об этом. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк. В комментариях обязательно пропишите слова благодарности тем людям, кто есть в вашем окружении, за те уроки жизни, даже если это ваши враги. Друзья, кто спрашивал, как нам можно помочь, поддержать наш канал. Друзья, благодарность можно выразить по ссылке. Ссылка указана в описании к этому видео. Ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна, друзья. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами буквально в следующем видео.